вспомни те эмоции, как ты только вот попал, первая игра в НХЛ. Вот я вышел, как будто бы, не знаю, в PlayStation играю, эти игроки вокруг меня катаются, у меня голова кружится, я не понимаю вообще, где нахожусь, как бы там. Гонка за Колдер, там такая у вас достаточно плотная была. Самая главная моя борьба — это с самим собой постоянно происходит. Конечно, хотелось выиграть Колдер, да, я не буду врать, но... Как насчет Знарка? Он находится в раздевалке на Ледовом, да, и постоянно в этой кухне, и все знает про всех. Кто тебе отбил желание забивать лакроссы? В каких-то моментах он не мог совладать со своими эмоциями, я со своими, и как бы мы могли сказать друг другу в лицо. Бывало какие-то моменты, мы злились друг на друга, потому что не понимаем. Они злились на меня, что я не понимаю английский, а я злился на них, что они меня не понимают. Авантей, привет. Привет, рады тебя видеть. Привет, рады тебя видеть здесь у нас. Ну, вся страна, и мы не исключение, следили за твоим выступлением в Северной Америке. И я не знаю, я считаю, что это успешно твой первый год и здорово прошел. Но сейчас не об этом. Давай, ты здесь на турнире 3-на-3. Как тебе формат? Как ты вообще оказался в этой команде? От кого поступило предложение? И что ты вообще думаешь про это хоккей? Да, классный турнир, да, очень рад, что меня Дан Стальнов позвал к себе в команду. Вот он был инициатором этой идеи, вот, и он капитан нашей команды, вот, поэтому все сейчас идем за ним, как бы он всех обзванивал, всем помогал добраться, чтобы все добрались до Москвы, потому что не все с Москвы, вот, и сейчас, в принципе, у нас собрался дружный коллектив, который выиграл первую игру, вот, и сейчас готовимся к следующему шагу, ко второму матчу, вот, к финалу. А ты откуда ехал, ладно, если ты не с Москвы? Я сейчас отдыхал с семьей, вот, и ехал я отсюда. И сначала в Питере был, потом из Отдыхал где? Так я просто отдыхал. В Перми. Ты в Перми там у себя был? В Перми, да, на даче, да. Там не готовился к 3-на-3? Нет. Тебе, значит, скажи, что бросилось в глаза тебе, вот, отличие, вот, хоккея 5-на-5, вот, и 3-на-3? Ну, 5-на-5 все равно там и площадка больше, и времени намного больше, чтобы принять какое-то решение. А тут 3-на-3, тут как бы особо нет времени. Тут просто шайба к тебе пришла, ты должен уже знать, куда ты ее отдашь, чтобы на тебе не оборвалась ни атака, ни защита. Как бы нужно как-то сконцентрированнее быть и к каждому моменту относиться серьезнее и быстрее принимать решения, быстрее завершать, быстрее бросать, быстрее давать передачу и быстрее думать. Где легче лакросс забивать? Здесь или в большом хоккее? А что-то уже давно лакросс не делаю. Я уже забыл, что такое, честно. Так, подожди, Сейчас Зеграс приедет, покажешь мне, как это делается. Кто тебе отбил желание забивать лакроссы? Да никто, просто сколько я пару раз пытался сделать, это не получалось, и, в принципе, все, как бы сейчас Ты не забросил эту идею? Да нет, что, время будет. Потренируюсь еще немного, и дай бог, следующий что-нибудь забью. Ладно, вот сейчас за Зиграса зашел разговор. Он тебе уже звонил, там, или ты ему, то, что его поменяли в Филадельфию, там, какой-то челлендж вы уже там придумали, нет, между собой? Да не, если честно, еще не было с ним разговора, просто я увидел, что его обменяли, как бы, и он там какое-то интервью дал про меня хорошее, вот, и, в принципе, еще так лично с ним не общались в дальнейшем. Так, ладно, хорошо. Команду Донат собрал. Вы сейчас вышли в финал. Посмотрим, как вы сыграете. Надеюсь, победите. Мы вам этого, по крайней мере, желаем. Давай поговорим про твою немножечко, про этот год, который у тебя получился достаточно таким, бурным на события. Отъезд в НХЛ, тебя там встречает генеральный менеджер в аэропорту, сразу приводят в раздевалку, куча всего. Вот вспомни те эмоции, как ты только вот попал, первая игра в НХЛ, первый гол в НХЛ. Как это происходило? Ну, первый мой матч был, если я не ошибаюсь, с Ванкувером, вот, когда я вышел там против Квина Хьюза, там еще были игроки, там, Элис Петерсон, вот, я вышел, как будто бы, не знаю, в PlayStation играю, эти игроки вокруг меня катаются, у меня голова кружится, я не понимаю вообще, где нахожусь, как бы там даже свет другой падает на площадку, как бы, и все по-другому, вот. Конечно, под впечатлениями был, как бы, да, когда еще делал вот этот Rocky Lap, когда первый на лед выходишь, я думаю, блин, капец, куда я попал? Ну, вот это, знаете, такое приятное было волнение, вот, и игра началась, первый период немножечко потряхивало, но второй, третий период был как более-менее сыграл. Вот даже Буллит, конечно, мне доверили пробить, правда, не забил, но это еще как-то больше на следующую игру мне дало какой-то толчок и настрой, чтобы сконцентрироваться и действительно начать забивать и отдавать передачи и приносить пользу команде. Что тебе подсказывал Джон Тартарелло?
Джон Тартарелло зашел в раздевалку перед первым матчем и сказал, там, получается, я дебютировал, и Джет Лучанко, мы как бы с ним вдвоем дебютировали, первый наш матч был. Он зашел в раздевалку и сказал, что вот давайте, типа, это, ну, два наших молодых игрока, и сегодня мы будем всегда за них, если когда стычка, всегда подъезжаем, всегда им помогаем, вот, и играем друг за друга. Вот, и нам сказал, что чтобы мы не переживали, просто выходили на лед и делали те вещи, которые мы умеем делать, и ничего не выдумывали. Ну, Тартарелло славится таким настоящим мужским характером, и его кто-то любит, кто-то не любит, но все уважают за то, что он что думает, то и говорит. Мы видели по ходу сезона, у тебя с ним были разные отношения, и стычки были. Вот что ты можешь сказать про него, как про тренера именно? Что он тебе дал? Мы с ним в отличных отношениях, вот даже несмотря на то, что было, там, это все было во время игры, вот, и я понимаю, и он понимает, что все на эмоциях, вот, и в каких-то моментах он не мог совладать со своими эмоциями, я со своими, и как бы мы могли сказать друг другу в лицо, вышли со льда, зашли в раздевалку, он мог меня позвать к себе и сказать, блин, типа, давай извини, ну, типа, ты там реально не прав, там, то я ему говорю, ну, ты извини, все, там, ну, все, давай выходим, в команде это ничего не показываем, все вместе дружно, у нас одна задача выигрывать, и выходим на лед и делаем одну работу и плывем в одной лодке. Как часто он тебя вызывал к себе на разговор? Часто вызывал, но вызывал не только, чтобы там что-то поговорить по поводу личного чего-то или еще что-то. Он просто вызывал, чтобы мне что-то объяснить, какую-то тактику, стратегию, потому что это мой первый сезон, и я туда приехал без знания английского, и мне в каких-то моментах было тяжело, он это понимал, и всегда раз, там, говорит, Слава, ну, Слава, это наш переводчик, Слава, иди сюда, говорит, зовите Матвея и пойдем ко мне в кабинет, я буду объяснять ему заново, что я требовал на собрали. Иногда подменял его Егор Замула. Да, поначалу, да, потому что в раздевалке, как вы сами понимаете, только команда, вот, и никаких переводчиков-то не пускают, вот, и поэтому приходилось какое-то время, да, Егору Замуле переводить, и Ване Федотову тоже помогать мне в каких-то аспектах. Там. Ну, как у тебя обстоят сейчас дела с английским? Чуть получше, но я бы не сказал, что прям идеально, но если скажешь мне что-то на английском, понять пойму, но прям сказать идеально не смогу, но объясниться тоже смогу. На ломаном английском. Слушай, хорошо, а как насчет Знарка? Какая его роль в клубе и как часто вы встречались, помогал, не помогал? Ну, Олег Валерьевич, это отдельная история, это человек очень легендарный, я считаю, великий, как бы, да, и к нему стоит прислушиваться всегда, потому что человек с большим опытом, вот, он через многое прошел, вот, и, безусловно, он очень сильно нам помогает игрокам и подсказывает в разных моментах, и не только о хоккее сейчас речь идет, но и также в жизненных может подсказать, и он работает с европейскими игроками, но и в том числе с русскими. Он находится в раздевалке непосредственно, да, в тренировочном процессе? Ну, да, он находится в раздевалке на Ледовом, да, и постоянно в этой кухне, и все знает про всех. Так, стоп. Кто-то у нас без подписки смотрит видео, а? Мы для кого стараемся? Там заходим в описание, а там есть ссылки на ТГ, на ВК и даже на наш сайт. А на нем уже есть все плюшки для новичков, бонусы шикарные для всех буквально. Поэтому делаем разницу и продолжаем просмотр. Родители, там, мама с тобой, нет? Да, брат? мама, брат, да, мы все вместе живем Все в Америке. вместе Да, там? да. Ну, уже с бытом обустроились, да, снял квартиру, дом, что там? Да, сняли дом, как бы. Я понимаю, что маме в каких-то моментах тоже тяжело, потому что она одна, как бы, и она вообще английский не знает. Как бы, вот. Я когда на выезды уезжаю, и еще тяжелее. Вот, и когда я приезжаю, стараюсь в выходные дни проводить вместе с семьей, там, съездить куда-нибудь в ресторан или там, поехать куда-то прогуляться, чтобы все вместе, как бы. И это так намного легче, на самом деле, и мне, и маме, и брату. Брат у меня вот ходит в английскую школу, в американскую школу, вот, и он уже владеет прям в идеале английским, как бы, и мне даже подсказывает в каких-то моментах, в каких-то аспектах, которых я не могу до сих пор понять. Ну, слушай, это же здорово. Да. Младший будет тебя тут еще вставлять. Слушай, ну смотри, ты там начал с пару голов в овертайме забил решающий. Гонка за Колдер там такая у вас достаточно плотная была. А в конце чего-то немножко не хватило. Как ты для себя лично воспринял вот то, что ты не выиграл Колдера? Потому что, ну, на мой взгляд, ты был один из претендентов, да, из точно. главных фаворитов. Ну, то, что ушло, то не наше, наше от нас не уйдет. Моя задача сыграть следующий сезон лучше, чем те люди, которые выиграли этот Колдер, и которые были выше меня в рейтинге. Поэтому моя задача на следующий сезон просто быть лучше, чем я был в предыдущем сезоне. Поэтому самая главная моя борьба — это с самим собой постоянно происходит. Конечно, хотелось выиграть Колдер, да, я не буду врать, но так сложилось, и уже времени не вернуть, и остается только просто двигаться дальше и работать.
Насколько вот для тебя в твой первый сезон в НХЛ сильно отличался от того, что было здесь в КХЛ? Ну, конечно, самое ключевое, это, наверное, языковой барьер, то, что все на английском, как бы ты какие-то моменты вообще не понимал, там, и приходилось делать просто, как бы, ну, что понял, делаешь, как бы, там какое-то слово услышал, пытаешься уже понять, там, сложить предложение и понимать, вот, а в КХЛ, там, все на русском, как бы, в этом плане намного легче было и играть, и с партнерами договариваться в первую очередь, вот, там, приехал, никто же русский не знает, и меня поставили, там, с Типпетом и с Фростом, вот, и они тоже понимают, что я не понимаю, как бы, бывало, какие-то моменты, мы злились друг на друга, потому что не понимаем, они злились на меня, что я не понимаю английский, а я злился на них, что они меня не понимают, но я понимал, что нужно мне учить английский, а не им русский, потому что я все-таки в их среде нахожусь. Ну, потом у тебя там с Коннектом очень хорошая связка была. То вы там, я помню этот эпический момент, когда он тебя на пустые отдал, там у тебя она киксанула. То есть ты как-то попал, она у тебя через клюшку улетела. Там. Но тебя это никак не выбивает из колеи. У тебя эта уверенность в себе, она остается. Да не, на самом деле, вот 4 дня, наверное, не спал после этого момента, когда, мог забить хит-трик. Ну, конечно, там, тем более, мне даже стыдно стало не то, что я по пустым не попал. Ну, это, конечно, тоже стыдно, но это не самое главное. Самое главное, что партнер мне отдал передачу, хотя сам мог забивать пустые ворота на хитрик, чтобы я сделал хитрик, а я, получается, подставил его, не забил, как бы, и ему очко не засчитали, и как бы у меня хитрика нет. Поэтому мне стало реально стыдно перед ним, там подошел, извинился, сказал спасибо, поблагодарил его за пас и сказал, блин, Как он отреагировал на это? Что он тебе сказал? это нормально все. Я бы тоже не попал, может, говорит. Никто не знает, говорит, как бы сложилось этот момент, если бы мне дали такой же пас. Поэтому, говорит, ничего страшного, все еще впереди, говорит, в следующей игре забьешь. А твои вот натуральные эмоции по поводу увольнения Тартареллы, для тебя это минус или плюс, как ты думаешь? Я, честно говоря, хотел, чтобы Джон Тартарелло доработал до конца, потому что в первую очередь надо думать не о себе, а о команде. Вот, и я считаю, что если менять тренера по ходу сезона, то это не самая лучшая идея. Вот, и там оставалось уже не так много игр, вот, и я считаю, ну, можно было бы ему дать доработать до конца с командой, но руководство приняло такое решение, значит, им виднее, и, значит, они видели немного иначе этот момент. Ну, понятно. Так, хорошо. Сезон закончился. Твои действия. Улетел сразу в Россию, остался в Америке, учишь английский, поехал отдыхать куда-то. Как проводил лето? Так, что, я полетел в Россию, да, и в Пермь. В Перми отдыхал там на даче. Увиделся в первую очередь с родственниками, с бабушками, с дедушками, вот, и провел время с ними, потому что реально, когда играешь целый год в Америке, очень скучаешь по всем своим близким, вот, и по русскому языку в первую очередь увиделся с друзьями, сходили, погуляли, там, вот, поужинали вместе, вот, и это всегда придает каких-то еще таких эмоций положительных. Ребят, Матвей, к сожалению, для всех нас не выиграл Колдер в этом году, но вы сейчас можете определить номинацию, в какой Матвей точно выиграл. Самую оригинальную, по определению Матвея, мы оценим, и вот эту майку с подписью Матвея победитель заберет прямо отсюда, из наших рук. Так, сними, подпишешь нам? Давай, вот так вот. Ну, Все, вот спасибо, так вот. спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.